Привет, мои дорогие! У нас такая будет небольшая болталка в продолжении дней рождения. Мы рассматриваем с вами числа, когда вы родились, и как это влияет на вашу жизнь, и что это значит. И здесь у нас будет нумерология, Таро. И Таро создано действительно по определенной нумерологии, да. То есть почему существует определенное количество арканов, почему это есть двойки, тройки, четверки, пятерки, шестерки, десятки, девятки, младшие арканы, старшие арканы, да, почему старшие являются кармическими. А сейчас мы с вами, мы уже рассмотрели 8 чисел, от единицы до 8, когда у вас это присутствует в дне вашего рождения. А сегодня мы с вами будем рассматривать девяточек. Это те, кто родился именно 9 числа, либо 19, либо 29. То есть мы рассмотрим девяточку в вашем дне рождения. И еще обращу ваше внимание, что мы смотрим, в какой день мы родились по солнечному календарю, и в то же время, обратите, пожалуйста, внимание, какой лунный день, какие лунные сутки были тогда, когда вы родились. Убывающая была растущая луна, новолуние, полнолуние, и какой это был день по лунному календарю. Например, я родилась 10 февраля, и у меня это была пятница, и это был еще и 10-й лунный день. Я водолей, а 10-й лунный день был в Тельце. И вот эта десятка, понимаете, она мне тоже не дает спокойно жить. Да? И с точки зрения Таро, с точки зрения нумерологии Таро, я себя поняла очень хорошо. Поэтому тут будет еще вам плейлист, в котором будут указаны другие, вы можете посмотреть числа, которые присутствуют, да, в вашем дне рождения, и посмотреть, что на вас больше влияет. Вы больше солнечный, либо вы больше лунный человек, да, что у вас проявляется. И сегодня мы будем рассматривать с вами девяточки, 19, 9 и 29 число. Что такое 9? Девятый старший аркан. Это отшельник. И на самом деле девятка, девятый старший аркан, он довольно-таки опасный. Потому что девятка, она переворачивается, как инь и янь. 9, если перевернуть, это будет у нас шестерка, да? Либо это девятка. Шестерка, обращу ваше внимание, это влюбленные. Шестой старший аркан влюбленные, то есть два человека вместе. Причем обозначает это не любовь, а двух человек. Да? А что такое Таро, мы с вами все равно тоже рассматриваем в наших закрытых видео на канале. Но там, где я больше такого, знаете, могу вам рассказать. А сейчас мы будем так вот, для того, чтобы никого не обидеть, никого не задеть, да, это не будет очень сильно касаться магии, но все же мы рассмотрим. У кого эта девятка, обратите внимание, что даже не какие-то младшие арканы, да, там тоже есть девятки. Я так думаю, что многие, кто занимается Таро, либо игральными картами, знают, что такое обозначает девятки. И это в большинстве своем страстные карты, да. То есть вот когда у вас девятка в вашем солнечном календаре, либо в лунном, когда вы родились, да. Вот год, кстати, мы тоже можем рассматривать. У кого много девяток, обратите внимание, что вы очень страстная натура. У вас существует не 50 оттенков серого, у вас существует либо черное, либо белое. И именно это касается не логики, не ваших умственных способностей, да, а именно эмоциональных реакций на что-то. То есть для того, чтобы у вас какие-то дела продвигались хорошо, очень многое зависит от того, как вы эмоционально относитесь к тем людям, которые вас окружают. То есть, например, если вам нравится человек, у вас и дело с ним будет спориться. Если вас человек раздражает, да, вы будете все делать для того, чтобы вот как-то, знаете, и уйти от этого человека, либо даже бессознательно вставлять в палки, в колеса того же дела, которым вы с кем-то совместно занимаетесь, да. То есть очень часто люди, которые
которые рождены 9, 19 и 29 числа, они иногда впадают в абьюзивные отношения, да. Вот сами того, как говорится, не ведая, выбирают себе какого-то мужчину, женщину, там, кого угодно, подругу, друга, любовника, мужа, да. И сначала им все нравится, а потом хоба, и человек разводится, либо полностью рвет отношения. Вот вы из таких, которые, знаете, иногда вам иногда кажется, что вы что-то осознанно делаете, да, а иногда хрен пойми почему, да, такое происходит, почему вы там от кого-то бегите, уходите по-английски и все остальное. И вы иногда себе это можете объяснить, а иногда себе не можете объяснить. Так вот, это может объяснить ваша девяточка в вашем дне рождения. Иногда вот сентябрьские, да, сентябрь это тоже 9 месяц, и когда мы пишем, там, какого мы числа родились, вот эта девяточка из месяцев тоже может где-то срабатывать. Но она будет не так часто проявляться. Вот если по дням, то можно себе больше расписать. Если по месяцам, это будет меньше, да, показываться где-то в каких-то таких вот определенных ситуациях ярко проявляться. А если, например, девятки в году, то вот это больше как бы даже к жизни относится. И обратите внимание, что у истории тоже есть такие эм, циклы, да, определенные. И в одно время, вот когда в нулевых рождаются определенные люди, как в нулевых в 18 веке, в 19, в 20, в 21 веке рождаются вот люди, на которых очень сильно влияет нолик, к примеру, да. У вас девятки очень сильно тоже влияют. Посмотрите, и в году, и в дне рождения, и в месяце. Просто по-разному немножко это будет у вас проявляться. То есть, о чем я говорю? У вас очень сильные эмоции, реактивные эмоции, эмоциональные реакции. По-разному это все можно назвать, да, то, что влияет именно на то, как вы относитесь к определенному делу, к определенной задаче в жизни, да. То есть вы, например, если устроились на хорошую работу, вроде бы она вам классно подходит и все остальное, да, но если на работе какой-то появляется вот человек, к которому вас очень сильно тянет, вы выстреливаете на своей работе, карьера у вас высоко идет, да, но как только, например, какой-нибудь абьюзер, какое-то чмо или какие-то скандалы, да, небольшие, то вы, получается, даже специально, как начинаете самобичеванием заниматься. Это вот как у монахов, которые, например, виноваты, да, перед Богом, и они начинают заниматься этим самобичеванием для того, чтобы от чего-то очиститься. И вот вы, кстати, склонны к этому самобичеванию. И оно может проявляться у вас совершенно по-разному, да, в зависимости от того, к какому знаку зодиака вы относитесь, какого вы пола, да, в каких географических территориальных рамках вы родились, это тоже все влияет. И когда мы все вот это анализируем и все пытаемся связать воедино, да, вы начинаете понимать, почему вы родились в определенном месте, почему вокруг вас определенные люди. Ну, в общем, я хочу здесь больше вот про девяточку рассказать еще. Вам нужно вообще по жизни всегда опасаться, мои дорогие, да, чтобы вот это вот у вас эта девятка в шестерку, она у вас постоянно переворачивается, понимаете, по часам и по циклам. Вы тот человек, который будет одно время супер одинок, а потом у него будут супер отношения. Потом супер одинок, потом супер отношения с кем-то, да. То есть вот эта вот девятка у вас вращается. Вращается, и получается то девятка, то шестерка, то отшельник, то влюбленные, то отшельник, то влюбленные. И вот эти свои эмоции, которые у вас возникают по отношению к другим людям, то люблю, то ненавижу, они, кстати, как раз-таки и читаются тем, в каком, как у вас быстро переворачивается вот эта ваша девяточка. Вас еще, как говорится, Бог создал такими людьми, которые, понимаете,
которых вот берегут, берегут очень сильно высшие силы. Вот кого, да, но те, кто рождены 9, 29, 19, да, кто-то, может, рожден 99. Но я имею в виду, что вас очень сильно берегут высшие силы. И, почему они берегут? Потому что вам передается определенный дар, да. И я вам скажу, что, скорее всего, вы об этом даре своем, таланте своем знаете вот с того момента, когда вы начинаете себя идентифицировать со своим именем. То есть, когда вы научили, ну, это может быть в раннем школьном возрасте, да, это может быть в подростковом возрасте, когда вы понимаете, чем вы отличаетесь, мальчики от девочек, да. Иногда это случается, когда вам надо там рожать, к примеру, да, а иногда это в возрасте таком. Но тут всегда очень сильно талантливые люди. Вот что-то у них, у вас, точнее, так получается, как не получается ни у кого. Вот прям талант выраженный. Это может быть крутое рисование, да, либо вы крутой дизайнер, либо у вас какое-то такое зрение, и вы видите вот эти вот все какие-то оттенки, умеете их так гениально сочетать, да, что это становится какими-то трендами и модой. Ам, Дальше. И из не очень хорошего, к примеру, да, из не очень хорошего, часто к вам присасываются такие люди, вот которых я называю копировальщики, да. То есть, иногда это вампиры какие-то такие, которые пытаются с вас тянуть вот эту вот энергию, да. Но, они то тянут, то не тянут, то тянут, то не тянут. И очень часто у вас могут, то есть, долго очень быть отношения с каким-то таким человеком. То вам с ним хорошо, то вам с ним плохо. И вы понимаете, что надо что-то менять. А потом ваша девятка в шестерку опять перевернулась, да, и у вас очень много энергии, и вы, в принципе, можете этим делиться, да, с тем же человеком, и он у вас уже так сильно не угнетает, как вам казалось раньше. То есть девяточники, кто родился 9, 19 и 29, это м, люди, во-первых, очень глубокие, я бы так сказала. В ваших глазах реально можно утонуть, да. Вот смотришь в глаза, и, читается такая бесконечность, которая не заканчивается, да, огромная глубина души. И причем я скажу, что иногда вас можно как девяток читать, да, как отшельников таких, а иногда можно как влюбленных читать. То есть вот эти вот шестерки вы можете тоже посмотреть, кто родился 6, 16, 26, да. У вас иногда то яркая девятка, то иногда яркая шестерка. Я вам советую не избегать, например, одиночества. И если у вас вот ушел там, или вы там от кого-то ушли, все остальное, и вам вот хочется этой любви, хочется опять быть в этой влюбленных, в этой шестерке, вы наслаждайтесь тем, когда вы находитесь в отшельнике. Потому что когда вы одиноки, вы суперличность. Это тогда, когда максимально проявляются ваши вот реально Богом данные таланты, да. Это что-то такое крутое. Ну, вы когда не в паре, скажем так, да, то вы разговариваете сами с собой. А когда вы сами с собой, то очень сильно проявляется ваша натура. У вас могут быть очень яркие сны. У вас развивается даже какое-то ясновидение по отношению к другим людям, да, экстрасенсорика ваша. Вы видите свою жизнь, вы можете вот как раз-таки выбирать именно тот путь, по которому вам нужно идти для того, чтобы жить вообще максимально счастливо, насколько это возможно. Потому что когда вы в шестерочке, тут, конечно же, есть плюсы. В шестерке влюбленных, да, то, что вы с человеком, у вас такое сильное взаимодействие, взаимодача, любовная морковь, да, любовная любовь. Но вот
Вместе я вам не советую выбирать пути развития, да. То есть, когда вы в паре, не выбирайте путь, по которому вы вместе пойдете с этим человеком. Только когда вы одни, да. Вот когда вы чувствуете свободу, когда вы в таком вот спокойном состоянии, когда уже вас не щемят эти прошлые какие-то отношения, еще не начались будущее, да, а вот такое вот какое-то сплошное одиночество. Вот в этом одиночестве все ваши желания, все ваши мечты, они максимально чистые, искренние и те, которые действительно вам нужны. Понимаете? И вот если вы будете обращать внимание, да, как вращается ваша девятка, а она вращается, вот как инь-янь, понимаете? У вас вот это все вращается, вращается, вращается. Вы можете максимально, понимаете, брать от жизни все. Когда вы одни, даже когда вот вы в паре, но без своего партнера, а вот просто на несколько дней остаетесь одни. Вот этот выбор пути, куда вы можете за собой, например, повести свою пару, да, это самое лучшее, что вы можете сделать в своей жизни. У вас это даже не назовешь каким-то глубоким интеллектом. Это что-то за гранью, понимаете? Это когда вы одни в отшельнике, у вас сверхинтеллект, да, сверхвидение всего. Вот такие вот дела, мои котики. Так что смотрите, у вас есть реально два состояния, да, как говорится, черно-белое. Это когда вы в шестерке, и это состояние, когда вы в девятке. Дальше. Вы вот из магического, если вы хотите сюда, да, вы тот человек, который вы можете создавать амулеты, как для себя, так и для других. Но вам для этого нужно как раз-таки одиночество, возможно, даже духовное. То есть, как говорится, уйти в пещеру. Почему она называется отшельник даже карта, да? Для того, чтобы упростить вот эти вот названия придуманные. Они могут быть вообще даже м, без интерпретации на русский, вообще на человеческий язык, да. То есть вот это вот число 9, понимаете, это то время, когда вам надо уходить в свою пещеру, говорить с самим собой. Вы можете вообще реально такие вещи делать нереальные на самом деле, именно когда вы находитесь в максимуме вот именно своего одиночества. Например, если вы хотите что-то создать, если вы хотите устроиться на новую работу, если вы хотите заработать больше денег, если вы хотите там родить ребенка, выйти замуж и все остальное, чтобы ощутить именно то, что вам нужно, вам надо абстрагироваться от всех людей, которые вас окружают, уйти вот в это одиночество, и вас тогда осенит. И тогда вы уже можете вот вращать свое вот это вот колесо фортуны, да, и вы, получается, возвращаетесь уже в шестерку, во старший аркан влюбленных и делитесь с этим со своими партнерами. А партнеры разные бывают. Это друзья, да, партнеры там по работе, по бизнесу. Это даже те же соседи. Вот какие-то партнерские такие отношения вы будете максимально влиять после того, как вы в чувстве свободы, в чувстве отшельника, да, в одиночестве правильно что-то сделали. Если вами кто-то руководит, да, то вам приходится потом, как говорится, как птица Феникс, начинать все с нуля. Понимаете? Если вы были в шестерке, и в этой шестерке, в старшем любовном аркане, там, где присутствуют два человека, влюбленные, вы выбрали путь, который вам посоветовал ваш партнер, и вы: "О, давай побежим вместе на поле васильков", да, и вы: "Да, давай побежим". Вы бежите с ним, да. Потом у вас срабатывает эта эмоциональная ситуация, время наступает, когда с шестерки в девятку вы переходите, а это может совершенно не зависеть от вашего партнера, да. И вам становится скучно на этом васильковом поле, и вы уходите, да. И получается, вам надо вернуться в ту точку, с которой вы начали, да, то есть все начать с нуля. И очень часто, когда вы расстаетесь с какими-то своими коллегами, партнерами, друзьями, любовниками, мужьями, у вас такое ощущение, что я начинаю все с нуля.
И если на вас так очень сильно влияли в вашей семье, к примеру, что это плохо быть одному, тебе надо быстрее замуж выходить, тебе надо там быстрее жениться и все остальное, и вот вы вот понимаете, что в девятке из-за вот этого социума и навязанных социальных этих идей вам некомфортно, у вас начинается такое, знаете, ну, страх какой-то, боязнь остаться самим собой, да, и вы все время пытаетесь находиться вот этой вот в шестерке. И тогда у вас вы как будто будет такое вот чувство, что вы живете все равно не свою жизнь, да. То есть не надо уходить от этого, да, не надо уходить от своего одиночества. Вам вот это время, когда вот тикают часики, тишина, вы сами наедине с собой. Вот в этот момент это это на самом деле у вас очень яркий, поразительный момент. Вы начинаете понимать, для чего вы здесь, кто вы, что вы, почему вы, да. Эм, Не бойтесь вот этого одиночества, не бойтесь вот этой девятки в своем дне рождения. Обратите внимание, когда у вас она днем, а может быть, то есть днем, я имею в виду, в солнце это девятка, либо у вас она лунная, да, то есть по лунным суткам. Если по лунным суткам у вас девятка в дне вашего рождения, да, то есть вы родились на 9-й лунный день, да, 19-й и т.д., то получается, что вам вот это одиночество лучше всего как раз-таки под луной, ночью. Да? И то есть такие люди, которые, например, это реально понимают. И я знаю одну такую пару, да, что вот у девушки девятка в Луне, и причем, кстати, такая конкретная, вот прям вообще капец. И знаете, что она делает? Она днем живет со своим мужчиной, все у них хорошо, все остальное, а ночью она прям рисует. Рисует такие вещи колоссальные, да, вот гениальное что-то. И, кстати, потом это хорошо продается у нее, художник, да. А вот днем у нее ничего, в принципе, такого не получается, поэтому она вот именно, вот она научилась жить. Шестерка у нее днем, девятка у нее ночью. То есть вам нужно тоже об этом подумать, когда вам максимально хорошо оставаться наедине с собой, мои дорогие. У вас всю жизнь должно быть не ощущение одиночества, да, а то время для самих себя, чтобы вам никто не навязывал свои мысли, да, чтобы никто не руководил вами, куда вам идти и все остальное. Потому что самое крутое время, когда вы можете выбрать, по какому пути, по перекрестку, 4 пути, куда вам идти, вы можете только тогда, когда вы находитесь одни. Дальше еще добавлю, что в отшельниках, в девятом старшем аркане, у кого присутствуют девятки, чем больше, тем, ну, не лучше, но все же, да, очень много рождается магов. Магов с большой буквы этого слова. Я уже говорила, что это люди, которые могут создавать очень сильные амулеты. Очень сильные амулеты. И для себя, и для других людей. Единственное, что могу заметить, да, из такого вот прям супер негативного, девятки иногда привлекают к вам вот таких людей, которые не могут от вас оторваться, но в то же время они к вам проявляют очень яркие вспышки либо очень положительных эмоций, либо очень отрицательных. И вот у кого, кстати, много девяток, и либо по лунному, либо по солнечному, кстати, календарю вот эти девятки прописываются, то ну, я не хочу особо об этом говорить, но имейте в виду, да, будьте осторожны с яркими вспышками негатива в вашу сторону, потому что там может дойти до такого серьезного рукоприкладства, где вы можете очень серьезно пострадать. И это может дойти, ну, как бы до э, момента того, что можно, как говорится, потерять свою жизнь, да. То есть тут в этом будьте осторожны. Когда вот какой-то яркие вспышки негатива в вашу сторону, вы должны тренироваться, чтобы не нагнетать ситуацию, да,
а убегать, вот реально конкретно убегать в отшельника, убегать от таких вот ярких. Это даже не агрессия, да, это яркие вспышки негатива, когда вот кто-то хочет вас как-то уничтожить, да. Вот это может повторяться у вас в жизни. Если у вас еще много девяток, и сентябрь совпадает, да, 09, 19.09 1999, вот будьте осторожны, мои дорогие, да, то тут может не очень хорошо все когда-то кончиться. То есть чем больше девяток, да, вам надо уходить от этой агрессии, которая очень сильно проявляется в вашу сторону. Просто уходить. Натренировать себя до того, чтобы не ходить по темным переулкам, потому что это может быть внезапно, да, и в то же время держать от себя подальше абьюзеров. Вот это вообще не ваша тема. Абьюзеры, вампиры, те, которые питаются вашей энергетикой. Вот и все. Вот такие вот дела, мои дорогие. Конечно, про числа в нумерологии я еще, конечно, буду для вас рассказывать, но вот кто родился 9, обратите внимание, посмотрите, в какой вы лунный день еще родились, да, какие цифры еще на вас влияют. И дело в том, что когда вы увидите, что больше в вас проявляется, вы можете понять, дневник вы, либо ночник, да, какая магия у вас больше всего работает, да, что вы больше чувствуете, какой человек вам больше подходит, вы себя больше откроете. Вот, такое вот было видео. Все, котики, пока-пока.